Еще один достаточно такой новый, крутой способ, очень быстрый наращивания, это наращивание акригелем на верхних формах. Вообще верхние формы, они уже достаточно давно появились, но пока не было акригеля, они не имели такой популярности. Видите, точно так же, как и на формах, есть у нас распределение по длине, какая нам нужна. Нам нужно в первую очередь так. Нам нужно подготовить ноготь, точно так же, как мы это делаем всегда. Ну вот, как только появился акригель, вообще очень популярным стал этот способ наращивания, так как он занимает очень мало времени, достаточно за быстрое время можно растить, может даже за час, за полтора, если руку набить. Но единственный минус этого вида то, что он не подойдет ко всем видам ногтей. То, что если у нас вот такие вот универсальные способы, как мы делали гелем или акригелем, это у нас считается универсальными способами, которые при правильном разрезе форм можно подогнать под любые ногти, то здесь у нас, к сожалению, только вот, ну вот ногти нашей модельки вполне себе подойдут для такого вида наращивания, потому что у нее и не слишком арочные ногти, и не слишком плоские. В принципе, такие средние, красивенькие ноготочки. Так, вот смотрим, здесь у нас немножечко широко вот здесь по бокам, но где вот синусы у нас получается немножко шире. Получается, нам это место нужно будет опилить. Но мы еще смотрим, получается, вот бока, где боковые валики, тоже слишком, чтобы они не были узкими и не слишком широкими. В общем, я считаю, то, что эта нам форма подойдет. Просто нужно будет у синусов спилить немножечко. Делаем это таким вот образом. Можно срезать, можно спилить, но мне почему-то кажется, спилить будет проще. Убираем лишнее. Точно так же с другой стороны. Теперь еще разочек представляем, смотрим. У нас все теперь подходит. Смотрите, очень важный момент при наращивании на верхних формах. Вы должны, получается, вот ставить форму немножечко, не прям впритык, это не типсы, которые мы будем клеить именно на ноготь. Получается, у нас там такое вот расстояние должно остаться, потому что у нас там будет материал. Если вот вы посмотрите, вот смотрите, мы приставили, и у нас все равно остается расстояние между формой и своим натуральным ногтем, так как у нас там будет материал. Видно, да? И можете обратить внимание на то, что у нас уже сама форма имеет такую архитектуру, правильную архитектуру, поэтому у нас будет производиться минимальный опил, либо вообще даже можно будет обойтись без опила. Это мы уже будем смотреть по ситуации. Итак, что же мы делаем? Мы берем, переворачиваем вот этой стороной нашу форму, берем акригель, выкладываем туда небольшой шарик. Теперь эту капельку мы распределяем. Такими же движениями прихлопывающими. Помним то, что у нас вдоль кутикулы должно быть материала совсем немножко. Поэтому основную часть мы переносим
подальше от кутикулы. Посмотрим на длину. Проверяю длину, как бы, насколько мне еще нужно удлинить. Торцы у нас точно так же тоненькие. Торцы мы толстыми не делаем. Угу. Примерно посмотрели по длине, что нам этого достаточно. Прям в таком виде оставляем, так как у нас акригель, он не текучий, он никуда у нас не утечет. Мы даже можем сразу подготовить для нескольких ногтей и оставить их так. Так как мы что забыли? Мы забыли подготовить ноготочек к наращиванию. То есть нанести дегидратор. И нанести ультрабонд. Здесь мы также можем нанести для лучшей сцепки тоненький слой базы, как мы это делали до этого. Сейчас подождем немножечко, пока подсохнет. И получается, отправляем сушиться. Теперь нашу заготовочку, после того, как мы просушили базу, отступая примерно миллиметр от кутикулы, мы прикладываем к ногтю. Мы прям видим, как оттуда выходит воздух. И вот немножечко у нас вышел материал. Ничего страшного, это даже лучше. Мы потом его опилим. Вот так, в таком вот виде мы отправляем сушиться. Все, просушили мы ноготочек. Теперь нам нужно аккуратненько снять форму. Для этого мы вот придавливаем, пускаем туда воздух. Видите, да? И аккуратненько снимаем. Вот такой вот у нас ноготочек получился. Уже с архитектурой, но у нас есть вот это вот место, которое нам нужно спилить. Для этого нам понадобится фреза для снятия. В принципе, подойдет любая, которой вы сами пользуетесь. У меня она будет
такая вот керамическая. Ставим на режим форвард и спиливаем. Слишком высокие обороты не ставьте для того, чтобы не пропилить ноготь. Всегда каждый раз делаем такие вот маленькие, получается, шажочки, совсем короткие движения для того, чтобы не пропилить, чтобы вот мы как-то вслепую не работали. Каждый раз пропиливаем, спиливаем, точнее, вот после каждого своего шага контролируем, получается, что мы пилим. Сделали вот один разочек, посмотрели, сделали, посмотрели. Фрезу держу под углом 40-45 градусов, так, чтобы у меня он спиливал вот ровно, так, чтобы у меня ровно получался вот этот пил. И точно так же с этого бока спиливаю. Видите, вот здесь у меня тоже еще немножечко лишнего материала на боковом валике. Это лучше я уберу пилочкой. Для этого я возьму пилочку вот такую тоненькую. Мне им будет удобнее туда залезть. Совсем короткими вот такими вот аккуратненькими такими движениями, не задевая. При этом видите, насколько сильно я оттягиваю своим средним пальчиком боковой валик, чтобы не задеть кожу. Мы ни в коем случае эти вот затеки, там какие-то те, которые у нас получились, не должны их оставлять, потому что у нас оттуда уже потом пойдет скол, и наше наращивание держаться не будет. Все, в принципе, мы сделали. Теперь нам остается придать форму. Сравниваем с соседним ноготочком. У нас достаточно длинные получились немножечко, поэтому убираем еще. Вот такой вот красивенький у нас ноготь получился, но нам еще немножечко нужно будет опилить торец. Видите, да, то, что у нас не везде он тоненький, а нам нужно, чтобы он был везде ровненький и чуть потоньше. Вообще немножечко только прохожусь, так как при выкладывании на верхнюю форму мы с вами и так уже сделали торец тонким. Просто какие-то неровности, которые у нас при опиле формы появились, мы немножечко их подравниваем. Все, и сверху проходимся бафиком. Вот так вот с минимальным опилом и за минимально короткое время у нас получилось вот такое вот красивенькое наращивание. Здесь сверху можете для дополнительного укрепления немножечко выровнять уже базой и, пожалуйста, покрывать любым цветом, каким захочет ваш клиент.